Ну, да, попробуем. Стартанул. Всем привет. Сегодня серийка про 46-ю и о том, что с ней произошло за последние месяца полтора. Вот, после возвращения в Киев, я такой думаю, ну что, время тратить, надо делать тачку. Под вой сирен, под все вот это вот, соответствующей обстановочкой, все это неслось. И вот первое, с чего все началось, это был размыкатель массы. Come here, please. Вот от главного реле идет два провода, заходит на размыкатель, размыкатель шестиконтактный. И минусовой провод мы разрываем, аккум находится в этом ящике. Что происходит и почему именно такая схема? Потому что когда его разомкнуть, он глушит тачку и когда она заведена, и обесточивает аккум, когда тачка не запущена. То есть, грубо говоря, вот эта реальная штука тушит машину при любых обстоятельствах. Был поставлен огнетушитель. Изначально здесь кронштейн к этому огнетушителю идет с одной вот такой лямкой. Я купил два кронштейна, с одной из них отрезал вот эту лямку, приварил к этому кронштейну и залетел он сюда. С этим коробом очень долго долбились. Это 3-миллиметровый алюминий, полностью герметичная система, там все резиночками красиво обложено, там где может быть контакт с проводами. Вот, через две стропы имеют крепление типа аккума, вот, и закладные под днищем, которые усиливают для того, чтобы там типа металл днища не вырывало. Еще плюс здесь была гниль, этот кусок просто вырезал и приварил. Здесь, кстати, выглядит хуже, чем под днищем. Так всегда, блин, что-то получается. Купил вот такую вот клемму силовую, прямо она сразу с вольтметром, но это цирк, конечно. Но главное, что по сечению туда провода нормально заходят, и не надо эти сами жилки удалять никакие. Короче, все нормально, прям хорошо, эта клемма очень подходит. Так, клемку вчера уже установили, провода залудили, обжали. Здесь мы еще их закрепим, и вот этот кусок пола надо будет поменять. Так, вот ниша под аккум. Вот так вот она выглядит. Пока что чистая ее верхняя и боковая одна часть. Сам кузов будет выступать у нас задней частью. Вот, и для боковушек я сделал вот такие вот лекала. Так, чтобы она прям чик, четенько становилась. И можно было ее варить. Прям аж проваливается даже. Вот, зазорчик там минимальный остается. Сейчас. Ну и на вторую сторону, в принципе, идентичная штука. Поэтому класс. Сейчас режу алюминьку. Делаем боковушки. Леха их приварит. И в принципе этот вопрос тоже будет закрыт. И надо будет приварить закладные вот эти вот под стропы, которыми будет аккум крепиться. Короче, тут сложная система, но должно сработать все. Хопа, вот что вчера произошло. Вот тот гнилой кусок вырезался и приварился на его место абсолютно целый, какой-то там с 0,8 сталюки. Сварщики так себе, но это лучше, чем сквозные дыры, которые были, и гниль вокруг них. Поэтому сейчас обезжириваю это все, фигачу кислотником, затем герметик кузовной, и сверху это все красится. И в принципе так и останется. Затем можно будет снова вернуть на место площадку аккума. Так, все, я на сегодня закончил. Тут даже хуже получилось, нежели снизу. Вот, но главное, что все, нет отверстия, все замазано герметом, все окрашено. И покрасил также выключатель массы. Я так и не снимал, как он выглядит готовым. Вот с него выходит минусовая клемка, жиговская, конечно же. Идет провод на размыкатель и с размыкателя уже на кузов. И вот в той гофре проходят два провода от главного реле.
как только размыкатель размыкается, двигатель глохнет, вот, и минус пропадает и на аккуме, и на управляющем реле получается. Вот финальная версия короба для аккума. Вот так вот это все выглядит. Вот стропы, болты М10. Крепится он офигенно, вообще ничего не болтается. И на коробе вот такие вот резиночки для того, чтобы провода не перетирались об сам короб. Поэтому все, сейчас накидываю. Он крепится, получается. Честно. Да, не знаю, видно или нет. Там есть закладные резьбовые. Вот. На 5 болтов получается. 3 сверху, 2 снизу. Все, сейчас закрываю болтиками и все, и короб готов. Можно ехать, наваливать. И в принципе по салону, наверное, больше доделок никаких не было. Следующая доделка, что было сделано, это, во-первых, М-бампер уже стоит, да? Ужасно покрашен. Вот. Это значит 34-я труба. По толщине стенки я не могу комментировать, потому что если кто-то из техкома посмотрит, меня к сырьям, скорее всего, не допустят. Но в условиях дефицита, типа связанных с войной, к сожалению, другой трубы не было. Леха ее погнул, Леха делал этот башбар, то есть это все в стенах даркбокса делалось. Вот, вот эти вот пятаки, они на место стандартного крепления бампера ставятся. И по форме они один в один, но они вырезаны заново на плазме. Вот, сюда же прикручена буксировочная петля. И вот здесь вот приварены такие ушки для быстросъемов. Для того, чтобы прям типа вот так вот его снять, как это только что было сделано за буквально 5 секунд. Дальше. Был установлен пластиковый капот. Сразу видно, что с китайскими замками. Это копия Aero-Catch замков. Вот. И весит он намного меньше, конечно, чем сток. Один аморт его держит, второй аморт был убран. Вот. В чем недоработка капота? Ну, в принципе, точнее, его нюанс. В том, что не было крепления ноздрей здесь вообще. И все, что можно было на него поставить, держится на стяжках. Вот 2 стяжки на одну ноздрю, вот 2 стяжки на вторую ноздрю. Крепление решетки, там где форсунки омывателя стекла, тоже никаких кронштейнов не предусмотрено. Поэтому сделаны вот такие вот 2 планочки, саморезики в оцинковочке, и все это также сюда прикручено. Получается, что вся проводка, трубка омывателя, все заходит по штатным местам, и в принципе от стока не отличить, если не делать вот так вот. Видно, что он гнется, и видно, что это пластик. Вот, и конечно же, ужасная покраска сразу же залетела сюда же. Вот в чем минус этих замков, в том, что они не очень точные. Но зато работает. И последнее изменение, погнали назад тачки. Это поликарбонат, который уже немного припылился, но при этом всем вместо заднего стекла. Также затем поставим задние боковые стекла с поликарбоната и ждем обвес для того, чтобы вырезать жопу. Еще ж, у тебя тоже есть такой прикол. Довоенная резина. Это Sailun Trezza Sport R01 215/45 с трейдвером 180. Такая резина у меня стояла на минике. 2 комплекта уже получается. Одну я убил на чайке, офигел от зацепа, но и офигел, как она быстро пилится. Вот. Но на дрифтухе она должна намного дольше прожить. Вот. И зацепистая офигенная резина, и удалось ее взять еще по совершенно нормальной цене, по-моему, 2200 гривен за одно колесо. Вот. Сейчас, по-моему, такой резины в принципе нет, то есть ее не завезут, наверное, в ближайшее время. Ну и до гонок в принципе не будет. Вот, и в принципе вот и все изменения. Сейчас понемножечку по каждому пункту будет дальше по видосу подробнее рассказано.
Пиздишь, бля? Да нет. Я тут не понял. У него буст за 6К есть. Пихнулся. Защелкнулся. И тут защелкнулся. Все, держится. Вот такой балдежный автомобиль. Кстати, окрашено акрилом с максимальным количеством мусора и кратеров от того, что компрессор плюет маслом. Но это все должно сполироваться. В целом и в общем, в принципе, я его покрасил. Покрасил ужасно. Грязь есть там. И что самое печальное, компрессор плюнул по ходу маслом много раз. Вот, поэтому есть вот такие вот кратеры, которые даже большим слоем не залились. 2 или 3 раза я его прокрасил весь. Вот, но ничего с этим не поделаешь. У меня не малярка и условия такие. Ну, как для гоночной тачки, в принципе, сойдет, я думаю. Она даже не гоночная, такая чисто стритовая, поэтому нормально.